Константин Львович, в качестве прелюдии расскажите, пожалуйста, немножко про предшествующий период, то есть про то, что происходило с приходом Горбачева и чем горбачевские СМИ отличались от советских СМИ. Ну, безусловно, горбачевские СМИ, скажем так, второй половины 80-х, переговорю, безусловно, горбачевские СМИ второй половины его правления отличались от советских СМИ. Реально появились такие программы, как «12 этаж», телевизионная служба новостей и «Взгляд». Это реально были вещи, которые воплощали, визуализировали процесс перестройки. И они в корне отличались от классических программ советского телевидения и, в общем, сообщали о том, что в стране идут мощнейшие исторические процессы. И я думаю, что важнейшим переходным периодом от советского телевидения к новому телевидению был период все-таки с 1987 года. А уже потом, с 1991 года, пошла глобальная трансформация. Телевидение перестало быть советским и перестроечным, оно стало превращаться в новое российское телевидение. А чем оно конкретно отличалось? Это была именно свобода информации или как-то интонационно? Да, знаете, даже так трудно сказать, чем отличалось новое российское телевидение от того, что было в перестройку. Во-первых, безусловно, оно было гораздо свободнее. Наивно полагать, что оно было совсем свободное, но оно было, безусловно, более свободное, оно было гораздо более интересное по форме. И давайте уточним сейчас вопрос, про который мы говорим. Я на самом деле имел в виду еще, чем перестроечные СМИ отличались от старых советских. Чем «Взгляд», например, отличался, чем познеровские телемосты отличались по интонации, по информации от всего, что было прежде. Нет, безусловно, и «Взгляд», и советско-американские мосты были абсолютно новым словом для отечественной аудитории. Они демонстрировали новый способ коммуникации, новую свободу, новую тематику. И даже аудитория, в общем, как мы с вами знаем, часто зажималась, сама была не готова. Вот классическая история про то, что в СССР секса нет, это же реакция аудитории на эту оказавшуюся для средней аудитории излишнюю открытость. «Взгляд» вообще была программа, которая, пожалуй, и ни до, ни после такой программы не было и не могло быть. Это, скорее всего, даже не телевизионная программа, а один из тектонических факторов русской истории. Это совпадение желания внутреннего, даже часто не проартикулированного желания аудитории с тем, что этой аудитории предлагали, во многом происходило в пятницу вечером в малоформатированном эфире. Вот, поэтому я думаю, что телевидение перестройки, плавно перешедшее в телевидение «Новой России», было довольно интересным процессом, в котором и участвовать, и наблюдать за ним было очень интересно. И вот теперь, да, в чем был этот перелом между советским телевидением и российским? Ну, на самом деле, главный перелом был в том, что окончательно отпали вот эти цыковские ограничения идеологические и тематические. Позже ограничения возникли другого характера, но они не были столь тупо и претенциозно заскорузлыми, как те советские ограничения, которые часто уже были ограничениями ради ограничений. И новое телевидение «Новой России» поначалу было, наверное, абсолютно свободным, а потом его все-таки постарались поймать в некоторые тенеты для того, чтобы как-то руководить процессом. Но
все равно это никак даже не походило на советское руководство телевидением. Все было, безусловно, гораздо более свободным и, в общем, логичным. Абстрагируясь от политики, расскажите, пожалуйста, в чем заключались эти новые форматы? Появились телесериалы, появились ток-шоу, появилось разговорное радио, появилось эхо. Просто расскажите простым языком для тех, кому, скажем, сейчас 17-18 лет, для тех, кто совсем не представляет даже, о чем речь. Ну, во-первых, была потеряна монополия на средства массовой информации. Представить до 91 года, что можно быть частным владельцем средств массовой информации, ну, это было трудно даже представить работникам средств массовой информации. Хотя первые СМИ частные уже начали появляться, там «Эхо», «Независимая газета», появились первые студии, которые занимались производством аудиовизуальной продукции. Я не знаю, видеоприложение к «Огоньку», которое пользовалось бешеной популярностью. То есть возникло принципиальное отличие. Оказалось, что средства массовой информации могут быть не только государственными. А с другой стороны, то, что происходило на телевидении, в общем, было довольно сумбурно. Потому что, с одной стороны, отсутствие финансирования государственного породило огромный ворох проблем и повлекло за собой, в общем, в значительной степени сумятицу, огромное количество дурацких коммерческих программ, а в то же время позволило выстроить логическую систему, когда каналы начали ориентироваться на свою аудиторию. Они начали искать свою аудиторию, пытаться понять, что этой аудитории нужно, и предлагать ей тот продукт, который эта аудитория хотела. В значительной части, там, в первой половине 90-х, время эфира занимали возникшие ток-шоу типа «Темы» или программы типа «Час пик», но «Поле чудес» с легкой руки Влада Листьева тоже в значительной степени сообщало о новом векторе для аудитории, когда телевидение оказалось не только идеологической машиной, но и машиной для развлечения и даже для участия в каком-то собственном обогащении. Вот. Что касается второй половины 90-х, то в значительной степени люди уже утомились от политики, и им захотелось, чтобы телевидение проговаривало время. Время проговаривать можно, по большому счету, только в художественных формах. И поэтому во второй половине 90-х вместо бесконечного показа латиноамериканских теленовелл российские производители стали вбрасывать первые русские сериалы, которые через несколько лет захватили основное внимание аудитории, потому что они давали возможность в художественной форме проговаривать время, проговаривать стратегию поведения и проговаривать, как в текущем времени относиться к хорошим парням и не попасть в плохие. Вот. И, знаете, отвечая на такие общие вопросы, отвечать на общие вопросы сложнее всего. Давайте вы будете лучше расчленять это на короткие куски. Ну и сама стилистика тоже сменилась. Если сейчас посмотреть на передачи того периода, они все такие глюкозно-конфетные, там много розового, голубого, кричащего, такого блестящего. Это тоже был какой-то запрос аудитории, как протест против советской серости? Ну да, советское телевидение по световой интонации было приглушенное и такое сероватое. А немножко кичевое пиршество красок начала 90-х – это была
был ответ на запрос «хотим ярко и светло». Ну, надо отдать должное, отечественное телевидение быстро выправилось, и его визуальность быстро нагнала, в некоторых местах и перегнала, так сказать, средний мировой уровень. И я думаю, что наша аудитория двигалась семимильными шагами в освоении того, чего ей не хватало. Например, в течение нескольких лет, ну, не больше лет 5, российская аудитория посмотрела все фильмы, которые она хотела посмотреть все предыдущие 30 лет. И во многом феномен канала НТВ был построен не только на новостях, и не столько на новостях, а сколько на возможности увидеть западные фильмы, про которые в основном советские люди читали какие-то критические заметки в советских газетах в предыдущие десятилетия. И поэтому аудитория страстно отсмотрела мировой кинематограф за последние 30 лет, и больше он, в общем, по большому счету, ее перестал интересовать, и она вернулась к нормальному для любой аудитории любой страны увлечению только собой. Потому что, по большому счету, телевизионная аудитория смотрит сериалы только про себя, программы только про себя и ни про кого другого. Когда многие говорят о том, что вот почему вы мало показываете, и вообще это упрек и к современному телевидению, к телевидению 20-летней давности, мало показываете сюжетов из провинции. Люди же, живущие в провинции, так хотят это видеть. Но люди, живущие в провинции в конкретном месте, очень хотят видеть сюжеты про себя. Но люди, живущие в соседней провинции, ничего про своих коллег, живущих неподалеку, смотреть категорически отказываются. Вот, и поэтому телевидение стало просто активно изучать и стараться соответствовать запросам своей аудитории. Иногда для ревнителей морали и каких-то ложно понятых принципов телевидение действует неправильно. Телевидение действительно иногда действует неправильно и ошибается. Кто избавлен от ошибок? Но телевидение гораздо больше, чем другие институты общества, находится в контакте с своей аудиторией и пытается трансформироваться в зависимости от трансформации интересов и пристрастий своей аудитории. А в какой момент телевидение почувствовало вот эту отдачу, и возможность замерять аудиторию и коммерциализировалось? Ну, телевидение коммерциализировалось в значительной степени, потому что у государства не было денег для того, чтобы финансировать телевидение. В принципе, государство во второй половине 90-х было не против контролировать телевидение в достаточно большом объеме. В большем, скажем так, чем в первой половине 90-х. Но у государства в значительной степени не хватало денег. И поэтому телевидению пришлось зарабатывать самому. И для этого был, конечно, отлажен механизм контакта, в первую очередь, понимание того, что смотрит, что хочет и что готова смотреть аудитория. Рекламодатели уже были готовы платить деньги за конкретные исследования, которые гарантировали, что именно эта аудитория смотрит продукт, в котором размещена эта реклама. Но это началась другая совершенно эра телевидения, потому что в первой половине 90-х реклама, безусловно, была, но она была довольно сумбурная, и люди, которые размещали рекламу, в общем, фактически размещали ее на авось. Во второй половине 90-х это стал научный механизм, как во всем мире, и с тех пор это, так сказать, только усовершенствовалось. А вы сказали, что телевидение было свободным в первые годы, в первой половине 90-х. Когда, по вашему мнению, наступил этот перелом и почему это произошло? Но реально в определенный момент, когда я думаю, что во второй половине 90-х годов, когда, во-первых, возникли проблемы и в российской экономике, и в векторах будущего движения, возникла история канала НТВ, который был создан в значительной степени Владимиром Гусинским. Была история трансформации телеканала Останкина в
ВРТ под контролем Бориса Березовского. И началась история такого олигархического телевидения, которое в значительной степени не всегда отражало текущие интересы аудитории и иногда и государства. Но, тем не менее, спустя годы объективно можно сказать, что, несмотря на то, что олигархи использовали эти телеканалы в своих целях, в том числе и там, в коммерческих, в первую очередь, и в политических, в целом для развития отечественного телевидения это был позитивный процесс. Как ни странно это прозвучит. Потому что, соревнуясь друг с другом в эффективности ресурса, они вкладывали так или иначе свои или заемные деньги. В общем, находили возможность биться за то, чтобы качество и эффективность этих каналов была высокой, чем они, безусловно, способствовали развитию телевидения. А как Ельцин относился к критике на телевидении? Борис Николаевич был человеком, на мой взгляд, по-настоящему демократичным, хотя как бы его, сказать, происхождение из самого центра советской бюрократической машины не предусматривало это. Он часто обижался на то, что он видел по телевизору, и часто раздражался, но для него было важно, что это развивалось самостоятельно. И я вот ни разу не был свидетелем, когда он, сказать, давал распоряжение что-то закрыть, запретить, кого-то уволить из СМИ. Но он был человеком, который очень бережно относился к этому механизму демократии. Может быть, иногда он даже чрезвычайно трепетно к нему относился, хотя обижался и злился на некоторые программы некоторых персонажей регулярно. А как так получилось, что первый секретарь обкома с таким партийным бэкграундом каким-то образом вписался в эту новую жизнь, поверил Гайдару и начал отстаивать какие-то свободы? Знаете, история всегда выбирает себе медиатора. Этот медиатор должен совпадать в значительной степени с большой частью аудитории и может с ним могут произойти те трансформации, которые история ожидает от большой части аудитории. То есть история выбирает себе подобного, то есть, аудитория видит себе подобного и видит на нем те трансформации, которые, собственно, с этой аудиторией тоже должны произойти. Я думаю, что советский Борис Николаевич вместе с значительной частью советского общества трансформировался в россиянина Ельцина, и вместе с ним значительная часть общества из совков трансформировалась в россиян. А можно мы чуть-чуть назад откатимся? Да, конечно. В 1987 году был эпизод, когда Ельцин выступал на пленуме с речью, где он критиковал Горбачева и вышел из кандидатов в Политбюро. Вы не помните этот эпизод? Я отлично помню эпизод. А расскажите, пожалуйста, как вы на это отреагировали и как вы в тот момент вообще Ельцина воспринимали? Ну, Ельцина все воспринимали в этот момент, безусловно, как человека, который хочет позитивно воздействовать на систему, который хочет трансформации этой системы. И, безусловно, для людей, которые понимали, как устроено, и, безусловно, хочет выиграть на этой ситуации. После пленума, после выступления на пленуме, понятно, что сказать, у сотрудников программы «Взгляд», да и, в общем, всех работающих на телевидении, Ельцин, безусловно, был героем, потому что, сказать, вот это заскорузлое советское воздействие давно всех раздражало, и поэтому все, в общем, были в стане болельщиков и союзников Ельцина. И во «Взгляде» было очень трудно в этот момент что-нибудь сделать о Ельцине, потому что при всем при том, что то, что выходило на первую орбиту и обрезалось часто на европейскую часть, мы засовывали другие сюжеты. Мы и так мы делали и показывали Ельцин таким образом.
Вот. Но Ельцин, безусловно, своей речью на пленуме завоевал себе массу сторонников и, в общем, в значительной степени себя обозначил как альтернативу существующей власти. Это был его мощнейший прорыв, такой его Аркольский мост. А можно сказать, что поскольку Ельцин после своей опалы вернулся во власть во многом благодаря прессе, он оставался, ну что ли, благодарным журналистом и понимал, что пресса и телевидение — это его союзники, на которых можно опираться? Но, безусловно, Ельцин стал президентом России во многом благодаря трем важнейшим, еще переговорю. Борис Николаевич стал тем, кем он стал, благодаря трем важнейшим вещам. Самое главное, это к этому моменту история совершала такое движение. Он оказался в нужное время в нужном месте. Во-вторых, аудитория, то есть советский народ, больше не мог жить так, как жил, и требовал изменений. И в-третьих, безусловно, главным транслятором как ожиданий, так и предложений были средства массовой информации. И отжатые в период второй половины правления Горбачева, они транслировали мощнейшие эмоциональные и смысловые импульсы на аудиторию. И Ельцин, конечно, понимал, что благодаря газетам, телевидению и радио он стал тем Ельцином, которого мы в результате вспоминаем. И он, безусловно, у него было чувство благодарности. Он отлично помнил, как большинство СМИ поддерживало в тот момент, когда он был в опале, когда он ездил на троллейбусе, и когда вслед ему улюлюкали люди со Старой площади. Вот. И впоследствии, когда СМИ обижали Бориса Николаевича, когда он был во всей президентской силе, он практически никогда не использовал свои возможности и право отдернуть кого-то. Он был в этом плане, конечно, безусловно, очень демократичен. Причем мне кажется, что эта демократичность была... Вот он себе ее привил. Она не была ему внутренне свойственна. Он просто решил, что так правильно, и следовал это. А расскажите, пожалуйста, про журналистику. Все-таки в Советском Союзе журналисты были бойцами идеологического фронта, а с развалом СССР родилась какая-то новая журналистика. Вот про этот процесс расскажите немножко. Знаете, я думаю, что на самом деле журналистика, она везде журналистика. Просто есть разные вещи. Есть пропаганда, а есть журналистика. И есть журналистика, которая регулируется законами, есть журналистика, которая регулируется собственной моралью. Знаете, журналистика настолько общее понятие, что даже бессмысленно об этом говорить. Талантливые журналисты были в самые заскорузлые годы советской власти. Они, может быть, не могли проявить свои способности в полном объеме, но в том объеме, в котором они могли их проявить, проявляли, уходя в какие-то неполитические области. И при всей свободе журналистики в последние 20-25 лет в журналистике была куча моральных уродов, которым лучше бы этой свободы никогда не видеть. Вот поэтому, знаете, такое широкое понятие, что рассуждать о нем довольно сложно. И это очень индивидуально, потому что все-таки можно говорить о журналистике как о массовом явлении, но, знаете, мы все равно ориентируемся на журналистику высокого качества, а это в значительной степени процесс очень индивидуальный. У него есть персональные имена. А расскажите про 96-й год. Что произошло перед выборами? Каким образом все СМИ, включая телевидение, оказались вовлеченными в избирательный процесс? Насколько они сами туда пришли и насколько был задействован административный ресурс, или, может быть, были какие-то обещания со стороны правительства, каких-то поблажек или подарков в случае успеха? Ну, знаете, я слишком много знаю про выборы 96-го года, чтобы вообще все вам сейчас рассказывать. Поэтому что касается СМИ, то СМИ, безусловно, подавляющий процент СМИ
телевидение, во всяком случае, безусловно, поддерживал Бориса Николаевича, потому что все опасались коммунистического реванша, и все основания для этого были, и никто не хотел возвращаться под руководство КПСС. Знаете, многие, я в том числе, жалел о том, что Беловежская пуща трансформировала СССР в Россию, поспешно потеряв значительные куски и потеряв многие человеческие национальные связи. Но никто не был, и все жалели о том, что было много потерь в ходе этого процесса. Но никто из работающих в СМИ, подавляющее большинство, не хотел возвращения в СССР под руководством КПСС. Это уж точно. Поэтому позиция Бориса Николаевича здесь занималась подавляющим большинством абсолютно добровольно. И вовсе не за какие-то обещания и деньги, а просто это как личный выбор. То есть не был задействован какой-то административный ресурс, который всех погнал просто... Знаете, номинально можно говорить о давосских договоренностях каких-то олигархов. Знаете, как ни странно, олигархи, конечно, в какой-то момент оказывали сильнейшее воздействие на телевидение, но в том объеме, в котором люди, которые делали это телевидением, позволяли. Если бы олигархи попытались заставить делать что-то, что люди, работающие на телевидении, категорически не хотели, но никаких бы денег и сил не хватило. Просто в данном случае эти векторы совпали. 31 декабря 1999 года была запись вот этого знаменитого обращения Ельцина, где он сообщил стране о своей отставке. Это представляется как такой драматический момент. У журналистов отобрали мобильные телефоны, заперли всех в комнате, и потом Валентин Юмашев вез кассету с записью в Останкино в сопровождении милиции. Я так понимаю, что в Останкино на принимающей стороне эту кассету ждали вы. Я не был на принимающей стороне, я был человеком, который записывал новогоднее поздравление 27 декабря, и я записывал его 31 декабря, и вместе мы с Юмашевым ехали в Останкино для того, чтобы успеть на 12-часовой выпуск. Видите, я совершенно не в курсе был. А можно тогда поподробнее рассказать, как это все происходило? За несколько дней до Нового года, как обычно, я приехал в Кремль для того, чтобы снять новогоднее поздравление. Борис Николаевич пришел, снял новогоднее поздравление. Борис Николаевич пришел, проговорил новогоднее поздравление, в котором сообщалось о том, что вот наступает Новый год, через полгода будут выборы, что там надо проявить свою, мудрость и высказать свое решение. И всех поздравил с Новым годом. А потом подошел ко мне, так хитро сказал: знаешь, что мне не нравится текст. Я говорю: Борис Николаевич, перепишем. Давайте перепишем. А он говорит: сегодня не хочу. Я говорю: а когда? Скажи, как максимально близко можно к Новому году? Я говорю: давайте 30-го. Он говорит: нет, давай 31-го. Я говорю: Борис Николаевич, а вы помните, во сколько первый Новый год на территории Российской Федерации? Он говорит: во сколько? Я говорю: в 16 часов на Чукотке по московскому времени. Он говорит: вот в 5 утра я приезжаю. Так Борис Николаевич, в общем, вставал довольно рано, и удивить этим было нельзя. Мы 31-го... Тут надо сказать, что что-то у меня ёкнуло внутри. Я понимал, что просто так, это не бывает. Вот, но я своими соображениями ни с кем не делился. И в 5 утра 31 декабря 1999 года мы были в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Через некоторое время подошел Валентин Юмашев, дал мне правленный текст и сказал: ты отдай на промптер, так, чтобы никто не видел. Я подошел к оператору промптера, мы тихо набрали с ней текст. Только она и я видели, что там за содержимое. Пришел Борис Николаевич, прочитал это поздравление, незапланированно всплакнул
И вместе с нами была Калерия Венедиктовна Кислова, только старейший работник программы «Время». М, Она всегда приезжала, уже даже не руководить съемкой, она уже по просьбе Бориса Николаевича приезжала как некий а, талисман. И она, женщина невысокого роста, не видя, что было набрано на промптере, услышав это так же, как и телезрители в первый раз, подошла к нему и, смотря на него снизу вверх, сказала: «Борис Николаевич, как же это?» Он обхватил ее и сказал: «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Это был шок для журналистов, которые присутствовали. На самом деле отобрали у всех мобильные телефоны? Нет, не надо для этого было собирать мобильные телефоны. Это липа. Просто было сказано, что никто никуда не звонит и до 12 часов никуда не уходит из Кремля. И мы с Валентином Юмашевым ехали без какого-либо милицейского сопровождения в Останкино. Ну, а для вас это был шок в тот момент? Знаете, когда президент тебе говорит, что он будет снимать новогоднее поздравление 31 числа, ну, не надо быть, сказать, очень изощренным, чтобы догадаться о том, что он собирается сказать что-то не стандартное. Но примерно то, что нестандартное, я мог догадаться. Я к этому времени давно уже занимался и телевидением, и политикой. А вот этот провоз кассеты в Останкино, в этом была какая-то драма или все это буднично происходило? Нет, какая-то драма была. Это было... мы ехали с Валентином и обсуждали, какую реакцию у кого это вызовет. В этом драматизма никакого не было. В этом был исторический драматизм того, что сейчас передается сообщение. Знаете, в значительной степени Борис Николаевич, даже для людей, которые к этому времени его очень не любили, знаете, аудитория так устроена, и народ так устроен, что если к лету 91 года у него подавляющее большинство россиян было на стороне Ельцина, то к началу 96-го, как вы помните, наверное, у него было 4% тех, кто готов был за него проголосовать. И народная любовь – вещь такая трансформируемая. И к концу 99 года Борис Николаевич не был самым популярным политиком в стране. И многие его прежние сторонники и фанаты, в общем, с раздражением о нем высказывались. И вот эта история с политическим жестом такого класса, беспрецедентным в русской истории, такого в советской истории, во всяком случае, я переговариваю, беспрецедентным в истории 20 века, такого добровольного отказа от власти, ну, во многом изменило представление о исторической роли Бориса Николаевича даже у тех людей, которые к этому времени не были его фанатами. Сила этого решения и способность отказаться от власти, в общем, никогда... Люди, которые обсуждали этот вариант, собственно, этот вариант передачи власти, там, она несколько месяцев до этого обсуждалась в политических кругах. Будет он это делать, не будет. Но почти все были уверены, что он не сможет этого сделать, он не найдет все внутренних сил. А он нашел и сделал это, в общем, легко. Но внешне легко, конечно. Я понимаю, что внутренне это было тяжело. А вы знаете, в президентском центре будет целая инсталляция, посвященная этому обращению Ельцина. Сейчас туда перевозят его кремлевский кабинет, где происходила эта запись. Там будет стоять телевизионная аппаратура, камеры и пустое кресло Бориса Николаевича, в котором он как будто сидит и читает этот текст перед промптером.
А саму запись мы видим в таком студийном видоискателе камеры. И у нас есть там такая звуковая инсценировка, буквально 40 секунд, где съемочная группа заходит в этот кабинет, Мгм. и мы слышим голоса, ну, получается, что ваши голоса, Мгм. переговаривающиеся между собой. А не сохранилось ли у вас где-то в архивах какой-нибудь записи того, что происходило за кулисами вот этих съемок в этот день? Знаете, я обещал Татьяне Борисовне, я найду съемку 27 декабря, которая поздравляла, собственно, с наступающим 2000 годом, сообщала, что в июне будет. У меня просто не хватило времени сейчас найти это. Она же не транслировалась никогда. Никогда не транслировалось. Нет, это просто артефакт. Вот. Хорошо, последний вопрос такой. В чем вы считаете основная заслуга Бориса Николаевича как президента? Вы знаете, по истечению лет огромное количество людей предъявляет Борису Николаевичу массу претензий. А я считаю, что главная его заслуга заключается в том, что он перевел народ из Советского Союза в Россию, не пролив море крови. Я переговорю, чтобы чисто еще. Знаете, к Борису Николаевичу огромное количество претензий по поводу того, что неправильно была проведена приватизация, возникли олигархи, было то не так или это. А я думаю, что его великая роль в том, что он провел советский народ в российский народ без моря крови. И в этом его величайшее достижение. Потому что представить, что Советский Союз распался и не началась страшнейшая гражданская война, было почти невозможно. Я думаю, что потомки должны быть благодарны Борису Николаевичу в первую очередь за это. А вы считаете, роль Ельцина уже осмыслена или она еще недооценена сейчас? Я думаю, что для оценки любого политика необходимо десятилетие дистанции, на которой можно довольно объективно относиться к содеянному. Потому что оценка политика в том, что он сделал, а не в том, что он сказал. И в том, как его деяния отразились на десятилетиях их последующей истории. Так что я думаю, что оценка Бориса Николаевича, она будет со временем уточняться, и его значение будет более очевидно для всех. А ничего вам в голову не приходит, что можно было спросить именно у вас для музея? Знаете, я как инсайдер, я сказать, фильтрую то, что можно сказать, и все самое интересное я, конечно, не рассказываю, понимаете? Понимаем.